общем, это единственный магазин, который здесь есть на районе, но он достаточно большой. Прага уже практически закончилась, но еще немножко, и мы все-таки в Праге. Здесь есть новый район и старый район. В каждом районе чуть-чуть отличаются инфраструктура, но в целом вот такие дома, которые вы сейчас видели, это от одного застройщика, такие же есть в центральных районах Праги. Мы находимся в новом районе. Новый район продолжает строиться. Его начали строить с 2007 года, и он постепенно, потихонечку расширяется. А жилье здесь вообще дешевле, нет? Зависит. Здесь на самом деле квартиры разные. Вот если брать 3 шкафа и то, что здесь. Мне кажется, плюс-минус уже одинаковые. Прикольно, кстати. Здесь классно. Здесь свои плюсы в том плане, сейчас очень близко к природе. Мы когда уезжали, мы, наверное, очень сильно перенасытились городом в целом, концепцией. И мы искали, так как это уже основное наше жилье, на долгосрок и все такое, мы искали именно спокойный район и смотрели по картам криминалитета, чтобы здесь не было никаких преступлений. Поэтому здесь очень спокойно, очень хорошо. Как видишь, вообще нигде никаких граффити особо нету. Не, очень Тишина, чисто. спокойствие. Вот. На самом деле, в последнее время очень устала от центра. Да. И я когда выезжаю, помню, поехала на Малышице, мы ездили на Фестиварш. И вот сейчас к тебе я подъезжала, и я понимаю, что я реально устала от центра, Да. от туристов, от людей, Да. от всех вот этих вот старинных, я не знаю, зданий, как оно правильно называется. Но при всем при этом мой знакомый меня не понимает в этом. Он говорит, я переезжал в Прагу как раз-таки из-за вот этих вот шпилей. А мне бы сейчас хотелось в таком районе пожить вообще за милую душу. Купить машину и в таком районе пожить вообще Не, на будет самом деле шикарно. без машины это действительно тяжеловато, несмотря даже на это стабильный автобус. Но как бы машина нужна, потому что банально, если едешь за большими покупками куда-то в Чеслице, Но там маленьких магазинов здесь нет. чинок даже нет. Окей. То есть они есть чуть-чуть подальше. Если вечером шоколадку Но захочется, если уже не шоколадки купишь. нет, только Окей. роглик доставка. Но роглик доставка есть. А до скольки они доставляют? Честно, даже не знаю, но мне как-то доставляли довольно поздно, где-то в 10 вечера. Что ж, всем привет! Сегодня у нас будет Прага 10 или Прага 22 или Прага Петковицы. По стоимости квартиры у нас получается все примерно то же самое, как и в центре. Так же, как и в центре, можно найти что-то и подешевле, и подороже. Но, как я выяснил, благодаря Дарье, что здесь налог на что получается? Налог на... Окей, налог на то, что ты живешь на вот этой вот, на этой земле. То есть, грубо говоря, когда ты покупаешь квартиру или берешь ее в ипотеку, ты платишь, а налог на имущество получается, да? Типа того, окей. Налог на имущество здесь один из самых дорогих, но не самый дорогой. Дома эти у нас кирпичные, с хорошей звукоизоляцией. То есть не будет такого, как в новостройках, что вы слышите, как кто-то там в туалете что-то делает, чихнул, я не знаю, там, либо еще что-то сделал. Как бы не слышно соседей, и в целом район сам по себе тихий. Здесь больше преобладает местное население, чем приезжие. Но и как бы приезжие сами по себе достаточно тихие. А отсюда можно добраться, получается, автобусом до метро, и потом уже... Окей. Значит, у нас тут есть автобус, трамваев у нас здесь нет. Автобусом можно добраться как и до метро, так и до вокзала, чтобы доехать прямиком в центр. В целом, ну, я бы, наверное, знаешь, предпочла больше здесь иметь машину, нежели автобусом добираться. Но в целом можно и автобусом добраться. Здесь еще рядом есть классный парк Прухоницы. Я покажу несколько фотографий. Это вообще мой любимый. А сколько отсюда до Прухоницы? Минут 5-10? Минут 10. Минут 10. Блин, прикольно. А школы тут есть? Вот это детский садик. Аккуратный, чистый райончик. Ни грязи, ничего нет.
Ой, там Петковиц уже заканчивается. То есть, получается, вот это вот то, что мы сейчас прошли, это все Петковицы. Это новый Петковиц. Новые. Там уже Петковиц. Здесь есть парк, поэтому сейчас пойдем в парк. Еще мне сказали, что тут есть страусы. Устрашающая собачка. А страусы сейчас, их можно будет увидеть? Страусов можно, они вон там. Ой, не пойдем. Страусов не увидим сегодня. Короче, если что, знаете, здесь есть страусы, если вдруг вам хочется их. Ну, может быть, дойдем. Ну, посмотрим. Если я не замерзну, идем в парк. Что со врачами тут? Есть тут врачи какие-то или нет? Есть несколько кабинетов в Угриневсе. То есть это отсюда нужно доехать, чтобы было? Для остановки. Окей. Вот. Это как поликлиника местная. Не совсем, это скорее такие частные кабинеты, но они тоже принимают нормальные Ну, страховки. по ВЗПчике типа можно. Вот, есть и практические лекари, и всякие там, типа ортопедов. Вот, то есть в целом здесь район довольно... А если ты здесь живешь, то к какой ты полиции относишься? На Ходове, получается, да? Скорее всего, там тоже в Угриневсе. То есть это уже как... Потому что я, например, на Жуковского отношусь. Я знаю, что есть на Цыганкова полиция. А это, Это, поняла? получается, Ходовская. Это да. Ходовская. Не Окей, совсем окей. туда, да. То есть это для иностранцев Да. Ходовская. Окей. Какие-то врачей, они есть, но к ним надо записаться. Ну, как в целом и у нас. Да, поэтому мои врачи немножечко раскиданы. У нас есть мой амбуланс в Михае. Я записана туда, грубо говоря. Я так понимаю, по весне здесь, конечно, красиво будет. Да, здесь цветет сакура. Говорят, что ночью в мусорках ползают хорьки. Я так понимаю, здесь по-любому будут зайчики, фазаны, ты сказала, есть. И очень много оленей стаи. Ну, вряд ли, наверное, встретим сейчас оленей стаи, да? Кстати, вчера в это время мы гуляли, мы их видели. А где, здесь или в поле? Чуть повыше. Прикольно. Может, с мини-гольфа даже увидим. Ну, как хочешь. Если это не Петковиц, то не надо туда идти. Ну, можно посмотреть. Но выставок, я так понимаю, здесь никаких нет, никаких мероприятий. Кстати, местное комьюнити очень активное. Но это именно здесь или вот выезжать нужно? Это прямо у нас. О, нифига. Да, здесь очень А много Масленицу людей. будут здесь отмечать? Не Я думаю, видела? да, что они там даже какие-то типа бумажки прячут, подсказочки, надо ходить, все собирать детям. Ой, это как квесты Поэтому они- получается. Да, вот. Блин, прикольно. Здесь больше, наверное, семей с детьми, Да, чем да. с Ну, это спальный студенческих. район. Ну не так, такой это уж получается у нас спальный. новые Петковицы, а там будут у нас еще старые Петковицы. Это вот, Вот. старый, мы были в новом. Так, мы были в новых, Да, и ты живешь в новых, да. а это старые. Да. И, соответственно, здесь есть образовательный центр. Там, скорее всего, мы до него дойдем попозже. Вот там, скорее всего, будет больше студентов, и, наверное, там будет общежитие. А здесь все-таки этого у нас нет. Интересно, сколько в том районе будут стоить квартиры, где студенты живут. А там, кстати, частный сектор Ага. вокруг. Я не знаю, Интересно. что общаги, как. Может, там просто как бы офис находится у них. Ладно, мы, в общем, дойдем с вами до туда попозже. Посмотрим, что у нас там из себя представляет этот образовательный центр. Ну, тут прям получается раздолье для собак. Да. Очень похоже чем-то на Прокопские удали. Да. Прям мы до туда еще доберемся. А если бы здесь был снег, здесь можно было бы ездить на лыжах? Нет Я здесь запрета? думаю- Не знаешь? Я просто читала, что во многих местах, осторожно, во многих местах есть запрет на то, чтобы ездить на лыжах. И снега тоже не видела. Снега здесь, кстати, больше, чем Да. в Праге. Окей. Вот, но как бы пешочком даже снег мы здесь гуляем. Классно. А растет здесь что у нас получается? Просто что-то? Но на самом деле здесь все пересеивают периодически, потому что культура не может расти долго на одном месте. Ага. Вот, поэтому сейчас здесь что-то растет бобовое, потому что до этого росла пшеница. Откуда ты знаешь? Потому что я Про в ЧЗУ бобовое. училась. Окей. Окей, меня в ЧЗУ не взяли. Пойдем. А где? Там? Вот, кстати, мини-гольф. Можно приходить со своими Где? Ага, вот. играть.
Мы все-таки решили дойти до страусов, поэтому сегодня будут страусы, я надеюсь. Но вы должны понимать, что тут есть грязюка. Поэтому лучше приезжать, наверное, по весне, когда грязюка подсохнет. Мы пришли практически к страусам. Это уже не Петковец, это Винница. Но это находится в 10 минутах. Мы прошли через поле. Немножко поковались во грязи. И сейчас идем к страусам. Вот поэтому в целом-то можно. А тут нет лам случайно еще? Лам нет случайно? Козочки. Ню! А их тоже можно трогать? Поглазеть можно. Окей. Ню! Барашки. Кто в лицо светит? Страусик. Холов. К тебе можно подняться? Я не упаду отсюда? Привет. Куда ты пошел? Иди сюда. Иди сюда. Какой ты охраняешь свою территорию? Ну. Так, я это сниму. Не надо мне только ничего делать, ладно? Какие они прикольные. А у них гонки вон там. Он позвал друга сюда по ходу дела. У меня нет еды. Блин, а как бы с ним сфоткаться? Сейчас, давай фоткаться. Давай. Сейчас прям 2 секунды. Он подойдет сюда? Дурак какой. Ну и пока. Это соседний уже райончик. Ню! Как они ме делают? Ме! Идите сюда. Идите ко мне. Я призываю вас. Ме! Я прям похожа на них. Идите сюда. Ну, одна хотя бы подойди. Ну и ладно. Ну, больно нужно. Какие злые. Что тут стража порядка стоит. Ну ладно, пусть кушают. Ню. Не будешь кушаться? На этом наша прогулка заканчивается, и я могу сказать, что этот район подходит тем, кто устал от городской суеты, устал от толп туристов, у кого есть собака, и кто любит просто гулять на природе, а не ходить где-то там по брусчатке по центру города. Тогда этот вам район определенно подойдет. Честно, ребят, я не знаю, куда я приехала. Но мне кажется, это вообще не то, что должно быть. Может быть, это общежитие, конечно. Turn right onto Francisca Divisa.